Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить пиццу. Показать, как я это делаю. И рассказать вам, как я делаю тесто и соус для пиццы. Секретные ингредиенты. Со мной поделился повар в пиццерии. И я давным-давно готовлю это все, готовлю пиццу именно по этому рецепту теста и соус. Приступаем. Тесто я уже замесила и поставила подходить. Оно вот такое вот. Видите, какое хорошее. Но я его оставлю еще на какое-то время, чтобы оно у меня отдохнуло, разошлось, подошло. Потому что тесто делается на дрожжах. Оставляем его в сторонку и приступаем готовить соус. Здесь у меня томатная паста. Рецепт соуса будет в описании под видео. Отправляем масло. Масло растительное. И все травы у меня здесь намешано. Сразу все. Выводила граммовку на весах. Все перемешиваем и доводим до кипения, но постоянно перемешиваем, чтобы у нас ничего не подгорело. Прошло минуты 3 от закипания соуса. Я его сейчас перемешаю и снимаю, даю остыть. Соус у нас хорошо закипел. Специи нагрелись и дают свой аромат. Аромат на кухне стоит обалденный. Очень вкусно пахнет вот этим вот соусом и травами. Все. Оставляю остывать. Тесто вот так подошло. Тоже покажу. Вот оно какое пушистое. Начинаем раскатывать основу под пиццу. Беру небольшой кусочек. Вот так вот делаю. Сейчас еще немножко добавлю. Собираю в круг. Колобок такой. То тесто, которым я не работаю, его постоянно прикрываю, чтобы оно не заветривалось. И начинаю руками вот так вот раздвигать. Теперь вот такая скалочка. Вы можете не делать так, просто раскатать, положить. Здесь может быть, у меня вот листы такие вот силиконовые. Здесь может быть пергамент или просто присыпать мукою, или чуть-чуть смазать маслом. В общем, смотрите, как вам удобно, на чем вы печете. Я вот так вот раскатываю. Ой, скалка как у меня скрипит. Сейчас я раскатаю круг такой большой, хороший. Под пиццу. На весь лист круг получится. Ну, я имею в виду кругом. Опять помогаю руками. Не умею я, как они делают, эти шефы, вот этот бортик. Поэтому я как вот научилась и показываю вам. Где-то он у меня пышнее получается при выпечке. Вот это место. Где-то нет, тоньше получается. Можно вообще просто сделать без всех этих бортиков. И опять.
сделала. Теперь я беру вилочку и вот так вот по краюшку, по кругу протыкаю вилочкой это все. Для того, чтобы тесто сильно так вот в этих местах не подходило. И вот так вот чуть-чуть. Буквально начинаем собирать нашу пиццу. Соус. Вот он такой получился. Аромат вообще обалденный. Ой, как пахнет. Вообще вкусненько-вкусненько пахнет. Вот так вот немножко размазываю я его. По всей поверхности. Вот так разровняли. Пицца же домашняя, не магазин, не ресторанская, там, не знаю, не из пиццерии. Майонез я беру магазинный, потому что домашний майонез, вот который я делала именно на канале у себя, он для салатов очень хорошо, там его добавить в супчик, допустим, да, где-то что-то. Это вообще шикарно. А вот для того, чтобы с него готовить, печенье можно приготовить с него, тоже шикарно получается. А вот когда готовишь на пиццу, он почему-то вот так вот поднимается, такой пушистый-пушистый становится майонез. И поэтому я его именно для пиццы не беру. Майонез. Не делаю, в общем, на пиццу. Если на салатике мы делаем, то и так едим, и с хлебушком едим. Вот так майонеза сюда добавили. И колбаски. Колбаса у меня просто вареная, обыкновенная. А пиццу я буду делать с ананасами. Еще добавлять сюда ананасы. У меня ребенок очень любит пиццу с ананасами. Ей нравится сладко-соленый вкус вот этой пиццы. Вот ананасы. Ананасы просто консервированные, обыкновенные, какие найдете. Можно и резаные. Ну, тут мы покупали резаные ананасы просто. Кубики здесь такие довольно-таки нормальные. Вот так распределили по всей поверхности. Высыплю я все, чтобы они у меня тут не болтались. Любимая пицца. Присыпаем сыром. Сыр у меня тоже вот на терке. Я готовлю сразу, чтобы потом не мучиться уже. Взял, сколько тебе надо, чего надо. И вот так вот. Сыром присыпаем. Сыром тоже смотрите, как вам нравится. Кто-то любит много сыра, кто-то любит вообще, чтобы не мало было сыра, а кто-то любит вообще без сыра. Не любит вот этот вот сыр запеченный, чтобы он тянулся и так далее и тому подобное. Оказывается, есть такие люди. Вот так вот. Отправляем в духовку. И я сейчас еще покажу, как я делаю свою любимую пиццу. Ну, я называю ее итальянскую, потому что она идет с помидорами вялеными, с томатами вялеными, правильно сказать, оливками и с сыром. И больше я туда ничего не добавляю. Также разравниваю, она будет небольшая, в форме кругленькой. Здесь я смазала оливковым маслом
Можно обыкновенным, любым растительным маслом смазывать. Не обязательно оливковое. И то же самое разравниваете. Я вот так хочу разровнять все это дело. Ложим в форму. Какая есть форма? Я вот такую круглую взяла. Опять же смазываю все соусом томатной с травками. Вот так. И у меня здесь помидоры вяленые. Так, закидаю помидорками. Оливки нарезанные тоже. Вот хотите, заморочьтесь, выкладывайте каждую по одной. Хотите, просто закидайте и все ее. Так, вот снизу. Сыр. Сыра я люблю много. Вот так вот сыр. И опять сверху на сыр немножко так вот покидаю. Они очень вкусные. На вкус и цвет, конечно, я не спорю ни с кем. Кому-то нравится, кому-то нет. Потому что, я говорю, даже люди не любят пиццу из-за того, что там сыр плавленый идет. Все отправляю в духовку. Вот такое количество пиццы у меня получилось с этого теста. Пицца получилась очень вкусная, тоненькая сама по себе. Видите, не видите, не знаю. Готовьте. Готовьте на здоровье. Вам и вашим семьям я желаю мира, добра, здоровья. А вы подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всего доброго. До свидания.